Приветики! Какие же заказы бывают на фрилансе? В этом видео я выполню один из заказов по видеомонтажу прямо вместе с вами. Несколько дней назад я словила прикольный заказ, и сейчас я вместе с вами выполню этот заказ. Пошагово покажу, что я делаю, как я делаю, почему я выбираю те кадры, как что я ставлю. Вы спрашивали в комментариях, как я выполняю заказы, и просили показать, как это делается. Вот это видео для вас. Клиент написал, что мне нужен видеоредактор для создания 30-минутного видео. Далее я раскрыла контракт, и там было написано, что мне нужен видеоредактор, который создаст 30-минутное видео с музыкой. Вам нужно будет найти расслабляющую музыку и кадры, такие как море, огонь и так далее. Я буду транслировать это видео в своем кафе. Мне нужен оборот в течение 48 часов. Итак, я увидела этот заказ, он, кстати, был на $100, и, конечно же, решила отправить заявку. Что же я написала клиенту? Я написала, что без привет, без hello, без ничего, написала легкая задача, то есть показала клиенту, что это самое простое, что я могу сделать, и это не составит никакого труда выполнить эту задачу. Работа займет несколько часов. Если у клиента есть определенный срок, он написал, что он хочет получить видео в течение 48 часов, значит, он хочет его получить намного-намного раньше и будет рад, если получит его намного-намного раньше. И также я написала: напишите мне в личное сообщение, чтобы начать проект. Иногда бывает такое, что клиент только зарегистрировался на Upwork. Кстати, лично я тоже подаю заявки таким клиентам, которые только зарегистрировались, а не только клиентам, у которых большой рейтинг. Некоторые мои коллеги говорят, что так делать нельзя, но это мой опыт, и я так делаю. И, соответственно, я пишу человеку о том, что напишите мне в личное сообщение, потому что он попросту может не уметь еще пользоваться этой площадкой и не знать, как это делается. Итак, приступаем к выполнению заказа. Первым делом еще раз очень внимательно перечитываем, что же нам написал заказчик. Если мы пользуемся переводчиком, то пробуем перевести тот текст, который нам написал заказчик, в нескольких разных переводчиках, для того, чтобы четко понять каждый момент того, что же нам написали и чего же от нас хотят. Если мы не понимаем, чего от нас хотят, мы задаем наводящие вопросы и не боимся задолбать, скажем так, заказчика и написать ему много вопросов. Наоборот, чем больше вы интересуетесь деталями проекта, тем лучше вы его выполните, тем качественнее и тем быстрее, тем меньше времени потеряет заказчик на дальнейшее переделывание этого проекта. Исходя из того, что мне написал клиент, мне нужно для начала найти исходные файлы для монтажа. То есть мне нужно где-то найти 30 минут различных футажей расслабляющих. Это могут быть какие-то волны, это может быть природа, это может быть лес. В общем, все в одном стиле. Если вы увидели вот такой вот джоб-пост и вам отправили оффер и пытаетесь сделать такой заказ, но не понимаете, чего от вас хотят, вы можете зайти в YouTube, вбить запрос расслабляющее видео или что-то подобное и посмотреть, что же там выкладывают по этому поводу. То есть вдохновиться, так сказать, работами других людей и уже исходя из них делать свой заказ. В моем случае я поняла, чего хочет заказчик, я уже делала такие видео, и я сразу же иду искать нужные футажи и нужные ресурсы для монтажа. Первое — это футажи. Как их найти? Вбиваем просто в поисковике «стоки видео» и находим несколько стоков. Я пользуюсь такими стоками, как Pexels, и также есть еще один сток Pixabay. Мы заходим, собственно говоря, на Pexels, он у меня на украинском языке, сейчас переходим на украинский язык и вбиваем нужный нам запрос. То есть, например, огонь, поиск. Дальше переходим на видео и смотрим, что же из того, что здесь представлено, похоже на то, что нам нужно. Смотрим, вот это вот, ну, что-то странное, не подходит. Вот это вот костер. Уже больше подходит. Открываем в новой вкладке, думаем пока что, не скачиваем. Далее, вот это вот, это уже прикольно. Вот это вот какая-то девочка, что-то там махающая огнем. Вообще не подходит, это не расслабляющее видео. Далее, вот это вот видео отлично подходит, то есть лес, природа, огонь, отлично. Далее, например, вбиваем слово море. Тоже переходим на видео и смотрим, какие у нас есть здесь футажи. Вот этот футаж.
интересный, но он достаточно тусклый, то есть его использовать нежелательно. Далее смотрим вот этот футаж. Этот футаж уже интересный, поскольку здесь есть динамика, он красивый, здесь есть яркие краски, и мы его еще потом докрасим, то есть он нам тоже подходит. Далее, просто вода. Хорошо, тоже подходит. Волны красивые, подходят. Там, допустим, что у нас еще здесь есть? Тоже какие-то волны, какой-то пляж. Тоже подходит. То есть открываем это все в новой вкладке. Далее смотрим еще, что же можно под эту тему придумать. Можно вбить запрос «природа». Смотрим, что нам предлагает видеосток под эту тему. Вот здесь вот мы видим под этот запрос очень много какого-то непонятного видео. Вот видим небо, например. Думаем, ага, небо тоже подходит в эту серию. Запоминаем. Далее смотрим, лес предлагает. Хорошо. То есть вот это вот видео тоже можно выбрать. Допустим, вот это видео тоже можно выбрать, а вот какие-то дети, гуляющие на природе, нам не подходят под этот запрос. То есть простраиваем ассоциативный ряд и, исходя из него, делаем подборку видео. Далее, когда мы понаходили много вот таких вот футажей, мы заходим на каждый из этих футажей и скачиваем их в нужном нам размере. Конечно же, сейчас я буду делать видео в стандартном Full HD формате, но если ваш клиент попросил сделать видео, например, в формате 4К, вы должны скачивать изображения, которые будут в формате 4К, ну или хотя бы вот Quad HD, тоже как вариант. Собственно говоря, мне Full HD достаточно, поэтому я скачиваю изображение в формате Full HD. Для этого я нажимаю «Завантажити безкоштовно», это «Загрузить бесплатно», и скачиваю наше изображение. Таким образом, немного включаем математику и понимаем, что нам нужно видео на 30 минут, то есть каждый из футажей, скорее всего, будет где-то около 30 секунд, и высчитываем, сколько же на наше видео нам нужно скачать вот таких вот футажей. В моем случае это будет 60 футажей, но сейчас я вам покажу маленький кусочек, буквально несколько минут, как пример такого монтажа, а далее уже буду делать монтаж за кадром, потому что он никак не будет отличаться. Футажи у нас уже есть, теперь нам нужна музыка, где же ее брать? Лично я беру музыку с YouTube, то есть в YouTube есть YouTube Studio, где есть бесплатная музыка, которую мы можем использовать. Мы заходим в YouTube, заходим на свой канал. Если у нас нет своего канала, то нужно будет нажать кнопочку «Создать свой канал» и таким образом там заполнить несколько моментов типа имя, название канала, и у вас появится YouTube Studio. После этого мы заходим в YouTube Studio в фонотеку и ищем необходимую нам музыку. Что же это может быть? В моем случае я по настроению выбираю спокойное, приподнятое, печальное, романтичное, применяю. Далее я выбираю по фильтрам настроение. Так, жанр, это у меня может быть какой-нибудь классика, это могут быть саундтреки, это может быть поп, это может быть джаз, точно не хип-хоп, точно не танцы, электроника, кантри и фолк может быть, ну и рок тоже нам не подходит. Применяем и теперь отсортируем еще по нескольким фильтрам. Не требуется указание авторства, то есть музыку вы полностью можете использовать без проблем и без указания каких-либо авторских прав. И также продолжительность я выставлю 8 минут. Вот нам попалось несколько вариантов, но я сделала очень жесткие фильтры. Слушаем, что за музыка у нас здесь есть. В принципе, что-то такое подходит нам. На всякий случай его скачиваем. Для этого просто нажимаем на кнопочку «Скачать» и музыка скачивается. Теперь нам нужно открыть программу. Я работаю в Premiere Pro, вы можете работать в какой-то другой программе, например, в Final Cut, так как вам удобнее. Создаем новый проект. Называем его
на нормальном языке, а не так, как я сейчас это сделала. И загружаем сюда все наши ресурсы, которые мы загрузили. То есть я загружаю сюда видео, которое у меня есть, которое я записала или скачала. И загружаем нашу музыку, которую мы тоже скачали, которая подходит. Далее нам нужно выбрать мелодию, которая непосредственно будет подходить, и поставить ее первым делом на тайм. А далее уже под мелодию мы будем подбирать подборку футажей, то есть какие футажи за каким мы будем ставить. Я поставила вот такую вот мелодию. То есть спокойная какая-то музыка, которая идет на фоне, как раз то, что нас и просили. И далее ставлю наши футажи. Смотрю, можно начать, например, с неба. Оно у нас идет там 30 секунд, нет, 7 секунд. И мы смотрим, что оно достаточно так активно, тучки у нас двигаются. При этом мы можем взять это видео и немного замедлить. Например, поставить скорость 50. При этом у нас тучки теперь двигаются гораздо плавнее, и это лучше подходит под нашу музыку. Далее следующим кусочком я ставлю, например, море. Вот, мы видим, что это подходит. Опять же, можно это видео чуть-чуть подзамедлить, но не настолько. То есть скорость, продолжительность, например, 70%. Далее ставим, например, вот такую вот гору. Опять же видим, что на ней достаточно быстро меняется картинка, и ее тоже нужно подзамедлить. То есть скорость 50%. Ну и таким образом мы себе упрощаем задачу, поскольку не нужно скачивать дополнительно еще какое-то количество футажей. То есть мы растягиваем те футажи по времени, которые есть, и таким образом заполняем нужное время. И тогда это выглядит более плавно. И ставим следующий футаж, например, вот такие вот волны. И тоже немного замедляем. Вот здесь мы видим, что этот футаж замедлению не подлежит. То есть я сделала замедление, но там маленькое количество кадров, и это выглядит не плавно, а как-то кривовато. Поэтому мы удаляем этот футаж и используем другой. Например, вот этот. Он у нас идет со звуковой дорожкой, поэтому звуковую дорожку мы, конечно же, сразу удаляем, она нам не нужна. И тоже его пробуем замедлить. Например, 70%. И видим, что он подходит. Таким образом мы заполняем всю нашу дорожку. Можно использовать кадры как сначала с одной, например, категории, например, сначала там 5 минут море, потом 5 минут, например, какие-то облака, потом еще 5 минут огонь или природа или что-то подобное. Также эти кадры можно комбинировать. Но сейчас у нас есть достаточно жесткие переходы между кадрами. Вот здесь вот мы видим, что у нас достаточно жесткий переход. И нам нужно сделать более плавный переход. Для этого мы переходим во вкладочку «Эффекты». Выбираем эффект, например, растворения пленки, ставим его и растягиваем. И смотрим, что у нас получается плавненький переход с одного кадра на другой. Это нас устраивает, это не режет глаз. И идем дальше. В принципе, мы можем скопировать этот переход и использовать его во всех остальных наших частях видео. Таким образом мы делаем все видео, то есть ставим последовательность изображений, делаем переходы для того, чтобы не было жестких переходов. И далее нужно по цвету совместить все эти кадры. Мы смотрим, что некоторые кадры у нас более тусклые, некоторые более яркие, и, соответственно, нам нужно их совместить по цвету. Каким образом это сделать? Можно использовать какой-нибудь шаблон настроек. Например, у меня здесь есть технические шаблоны настроек. Смотрим, что большинство кадров у нас
такие средней яркости, есть слишком яркие, и есть более тусклые, да. В общем, на более тусклые кадры мы можем накинуть, например, вот такой вот эффект. То есть от допустимого диапазона к максимальному. Далее смотрим следующий кадр. Сюда тоже можно такой же накинуть и сделать более ярким кадр. Сюда, в принципе, тоже можно такой же накинуть. А вот следующий кадр у нас, наоборот, слишком яркий, и его нужно немного сделать более тусклым. Например, вот таким вот вариантом, или посмотреть также вот такой вот вариант. Вот, мы его сделали более тусклым. Далее мы делаем таким образом все видео и отправляем на рендер. Для этого экспорт нажимаем. Далее я выбираю формат H264, это стандартный формат, который используют в принципе все. Это стандартный наш MP4. И далее самое высокое качество выбираю и нажимаю экспорт. После экспорта обязательно перепроверяем все, что мы намонтировали. Самый простой вариант проверить вот такие вот длинные видео — это создать новый проект в том же Premiere, загрузить туда это видео и смотреть его на ускоренном варианте. То есть, нажимая кнопочку L, мы ускоряем наш предпросмотр. Таким образом, мы на просмотр видео на 30 минут потратим 15 минут, а не 30 минут. После того, как мы проверили видео, мы его загружаем на файлообменник. Если оно более 100 мегабайт, если менее 100 мегабайт, то мы загружаем видео в личные сообщения сразу же нашему клиенту. И спрашиваем у клиента, нужно ли что-то подправить, нужно ли что-то изменить и все ли ему нравится. Если ему все нравится, просим его закрыть контракт, либо веху, если у вас была открыта веха, и оставить классный отзыв. И вот когда вы только собираетесь регистрироваться на Upwork, вам может казаться, что ваших скиллов и навыков, допустим, того же видеомонтажа недостаточно. Но как вы только что могли заметить, бывают вот такие вот заказы, когда вы в реальности за 1,5 часа простого монтажа, то есть найти какие-то футажи, далее наложить цветокоррекцию, наложить музыку и отправив клиенту, можете заработать спокойно $100, при этом вам не нужно знать какие-то элементы motion графики, 2D графики и так далее. Если вам понравилось это видео и такой формат видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем видео и хотели бы вы видеть похожие видео далее. Пока!